Друзья, привет! Сегодня я вам расскажу самый простейший рецепт приготовления хлеба, в котором практически ничего не нужно делать. Элементарно нужно только замешать все ингредиенты, оставить это тесто растаиваться на 15-18 часов, не трогая, не прикасаясь, вообще ни секундочки не затрагивая тесто. И потом мы выпекаем хлеб. И получается он вот такой потрясающий. Получится, обещаю, у каждого. А внутри вы посмотрите, какой он пористый. А запах. Пойдемте на кухню и давайте готовить вместе. Для начала разведите 7 грамм живых свежих дрожжей в 300 мл воды комнатной температуры. Хорошо промешайте. Наш хлеб будет состоять из 3 видов муки. Для начала 100 грамм ржаной муки добавляю, потом 100 грамм цельнозерновой пшеничной муки и 200 грамм пшеничной муки. Далее добавляем 10 грамм соли и хорошо перемешиваем. Теперь добавляем воду с разведенными в ней дрожжами и перемешиваем все ингредиенты. Кстати, в этом рецепте вы также можете использовать вместо свежих дрожжей сухие, быстродействующие, но вам понадобится тогда пол чайной ложки сухих дрожжей. В этом рецепте мы используем общее количество муки 400 грамм. Хлеб получится не такой большой. Если вы хотите булочку побольше, то увеличьте все ингредиенты на 2, но единственное, что пропорции дрожжей оставьте прежними. Я проверяла, все работает, хлебушек будет как надо. На замес теста вы потратите всего пару минут. Вот такое тесто у нас получается. Оно липнет к рукам, но это ничего. Я переложила в другую миску, только для того, чтобы это было более эстетично. А вы можете оставить в той миске, в которой вы замешивали. Накрываем пленкой и оставляем при комнатной температуре на 15-18 часов. По сути, тесто вы заводите сегодня, а хлеб готовый получаете завтра. Мой совет: заводите тесто в 2 часа дня первого дня, а на второй день уже к 11 вы получите готовый хлебушек. Итак, как вы видите, 18 часов прошло, тесто хорошо поднялось. Присыпаем рабочую поверхность цельнозерновой мукой. Аккуратно выкладываем тесто. Это тесто я завела вчера в 2 часа дня, а сегодня я проснулась в 8 утра для того, чтобы продолжить работу с ним. Если вы любите подольше поспать, то можете завести тесто, допустим, в 3 часа, в 4 часа дня. И тогда по истечению 18 часов у вас будет 9-10 утра. Немного присыпаю сверху также цельнозерновой мукой. И теперь нам нужно сложить, как обычно, конвертик. Также мой совет: внутри теста постарайтесь не присыпать чересчур мукой, потому что при выпечке, далее в последующем на разрезе, эта часть будет выглядеть как непромешанное тесто. Теперь формируем из теста шар. Больше никаких манипуляций с тестом мы делать не будем. Сейчас, сформировав наш хлебушек, мы положим его растаиваться, как обычно, на пекарной бумаге. Выбирайте ее хорошего качества, чтобы она была жаропрочная. Присыпайте обязательно ее мукой активно, чтобы хлебушек не приклеился. Далее аккуратно перекладываем тесто, накрываем его полотенцем и оставляем на 2 часа при комнатной температуре. Также нам понадобится жаропрочная емкость для выпечки и обязательно с крышкой. У меня есть вот такой глиняный горшок и кастрюля. Сегодня я буду печь в горшке.
И запомните важный момент. За полчаса до выпекания теста вы должны поставить вашу емкость вместе с крышкой нагреваться в духовку при температуре 250 градусов на 30 минут. Итак, у меня прошло 2 часа, хлеб расстоялся. И я решила сделать вот такие вот надрезы. Вы можете делать это ножом, либо лезвием, если есть у вас специальное. Я использовала скальпель. Также надрезы можно и вообще не делать. Хлебушек от этого не потеряет своих качеств и красоты. Тем временем мой горшок для выпечки хлеба нагревается в духовке. Горшок вместе с крышкой нагревался 30 минут при температуре 250 градусов Цельсия. Теперь я перекладываю туда мой хлеб вместе с пекарной бумагой. И нужно будет обрезать края, чтобы крышка горшка хорошо закрывала его. Постарайтесь сделать это быстро, чтобы горшочек наш не остывал. Затем накрываем крышкой. Если у вас в кастрюле нет крышки, то тогда используйте фольгу. И отправляем выпекаться в духовку на 30 минут. 30 минут прошло. Теперь мы снимаем крышку и выпекаем еще 20 минут. Температура духового шкафа у нас всегда стандартная 250 градусов Цельсия. И вот наш хлеб готов. Обязательно сразу же переложите его на решетку до полного остывания, и потом можно нарезать и пробовать. Послушайте, какая хрустящая корочка. Такой хлеб внутри будет довольно плотный, но при этом очень пористый, потому что мы использовали цельнозерновую и ржаную муку. И он будет очень полезный. Пеките хлебушек дома, наполняйте его своей энергией и любовью. Приятного вам аппетита!